Всем большой-большой привет! Сегодня я вот с такой кучкой к вам пришла. Как видите, это, ткань, можно назвать и так. Это я в очередной раз разобрала шкаф. И в том, что было отложено на потом, а вдруг пригодится из серии, насобирала вот таких вот старых ненужных рубашек. Мужские рубашки. Смотрите, в чем у них общее такое есть. Они в клеточку, все абсолютно вот эти вот, и здесь в полосочку. То есть я отсортировала рубашки вот по этому принципу, чтобы все было вот в таком едином стиле. Для чего я хочу их использовать? Хотела сначала выкинуть, как обычно, но потом, подумав, решила. А что, если сделать вот из этих вот лоскутов, естественно, порезать надо их, какое-то одеяло. Одеяло не простое, вот как спать, а просто такое одеяло-плед. Возможно, на улицу можно его стелить на лавочку или просто на землю, на травку. Оно будет небольшим по размеру, но очень своеобразным. Но вот у меня идея очень такая специфическая. Что из нее получится, пока сказать не могу. И насколько мой проект по созданию затянется, также не могу сказать. Скажу лишь то, что начало у меня этого проекта середина апреля этого года. А вот что в итоге получится и получится ли вообще, поживем увидим. Если видео вы смотрите, значит у меня что-то получилось. Я разрезала все рубашки, попробовала их отгладить. Разрезала так, чтобы у меня получились максимальные вот эти вот кусочки ткани. Это сами блоки для одеяла я решила все-таки сделать большие. Соответственно, здесь на одну сторону одеяла нужно 26 квадратов, 15 на 15, и 37, если прямоугольники берутся. Умножаем на две стороны, получается 52 и 74 штуки. Если на вторую сторону у меня не хватит этой ткани, то придется делать из какой-то другой ткани, похожей, по крайней мере. Но постараюсь, чтобы хватило. Я сделала сразу вот этот вот расклад картинок, то есть разрисовала карандашом, как я потом планирую все это сшивать. Это был тот еще пазл. Я вот много-много сделала этих вариантов. У меня несостыковка там где-то шла, где-то не нравилось. В общем, это как бы крестики-нолики те еще получаются. Или игра «Морской бой». Вот, но тем не менее, я сделала вот такие пока выкройки. То есть я из картона вырезала блоки, по которым будет очень удобно кроить. И плюс к ним обязательно будут припуски на швы по 1 сантиметру. Просто я все это говорю с той целью, что если вы какой-то проект подобный будете делать, сразу прикидывайте свои возможности, хватит ли у вас ткани, чтобы потом из кусочков ничего не собирать. После того, как я раскроила все блоки из ткани, я раскраиваю из синтепона вот по такому же квадрату и прямоугольнику, соответственно, квадратные и прямоугольные блоки. Они будут такого же размера, но, может быть, чуть-чуть больше, чем данный квадрат. Тем самым у меня дальше собирается следующий бутерброд. На низ я кладу кусочек синтепона. Далее я кладу заднюю тряпочку, то есть та тряпочка, которая у меня идти будет наизнанку одеяла. Лицевой стороной наверх. Вот так. Далее, лицевой стороной к ней я кладу тряпочку, которая у меня идет на лицевую сторону одеяла. Вот тряпочка данная. Накладываю ровно. И иголками, либо сметывать можно, соединяю все эти три детали. Далее я буду на машинке прострачивать вот по этой линии. То есть я начну где-то вот отсюда. Прострочу вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. И закончу так, чтобы у меня было вот здесь отверстие, через которое я потом все это выверну на лицевую сторону. Вот такой шов я проложила. Здесь закрепила узелками ниточки. И теперь смотрите, немножечко у меня здесь перекосилось, кстати, ничего страшного. Я срезаю синтепон непосредственно близко к строчке, так, чтобы при выворачивании у меня в этом месте оказалось минимальное количество вот толщины. Я срезаю уголки близко к шву.
И теперь можно выворачивать уже вот эту заготовку на лицевую сторону. При выворачивании очень тщательно нужно выправить вот эти все уголки, потому что потом они будут сшиваться друг с другом, и нужно, чтобы максимально хорошо все совпало. Но для этого я использую вот иголку, в частности. Вот таким же образом я сшиваю все до единого квадрата и прямоугольники. Это основной блок моего одеяла. Далее блоки можно украшать. Я буду украшать стежкой. В частности, я буду украшать квадратные блоки. И на некоторых прямоугольных тоже буду делать стежку. Да, забыла сказать вот здесь. Вот этот карманчик у меня остался. Я потайным швом соединю эти две детали полностью. То есть, чтобы все было сшито здесь целиком. Я зашила здесь вот это отверстие потайным швом и просто сметала краешки, чтобы дальше было удобно стягать. Теперь, что касается непосредственно стежки. Стежку я буду делать нитками мулине. Я вот тут распечатала несколько картинок. Можно сделать перевод этой картинки на сам блок. Переводов картинки несколько вариантов. Расскажу кратко о двух и буду пользоваться третьим. Я специально купила копирку белую и черную. После того, как вы наносите рисунок на ткань, копирка все-таки оставляет след, к сожалению. Было написано, что это копирка для ткани, но тем не менее след остается. Я попробовала на кусочки, и этот вариант мне не понравился. Есть еще другой вариант. Вы берете листочек какой-то бумаги, берете кусочек мыла и вот так вот натираете весь лист этот вот бумажный. Далее кладете этим мыльным блоком вот так вот на непосредственно саму деталь, накладываете узор и обводите ручкой. То есть тем самым получается, что у вас копирка, вон такая полученная, мыльная, отражается вот здесь. Я этот способ тоже испробовала, и мне тоже он не очень понравился, потому что у меня испачкалась вообще вся поверхность испачкалась этого блока. Но и мыло все-таки смывается, и не очень хорошо. Мне тоже этот вариант не очень понравился. Поэтому я что сделала? Я вырезала элемент просто из бумаги. Вот этот вот узорный элемент у меня будет располагаться вот здесь. Ну, вот я покажу на темной стороне, тут будет лучше видно. Вот так вот. И просто приколов иголочками, я обвела вот это все карандашом, который смывается, вернее, который исчезает под горячим утюгом. То есть терморучкой, термокарандашом. Получилось очень здорово. Это один из вариантов вот, нанесения рисунка, который мне понравился больше. И второй вариант нанесения рисунков, самый простой, на мой взгляд, это обыкновенный трафарет. Я специально сделала трафарет для этого размера блока, и вот такой цветочек мне понравился. И вот так я буду это все накладывать. При помощи, опять же, терморучки все это я обвела. И в результате получились картинки, по которым можно вышивать. Причем следы от терморучки совершенно спокойно удаляются горячим утюгом.
И вот такие блоки у меня в итоге стали получаться. Я сделала несколько штучек уже, и, вы знаете, очень-очень здорово, очень-очень нравится. Вот такой цветочек. Повторюсь, я делала его при помощи вот этого трафарета, который специально вот для него разработала. И вот такая получается красивая вот эта загогулинка узорная. Вот так здорово получается. Значит, смотрите, по краю я также сделала такой же строчку именно руками. Потому что изначально я проложила строчку эту на машинке. Вот, смотрите, вот здесь я на машинке прострочила. Думала, так будет быстрее. Но, естественно, так быстрее, это понятно. Но, тем не менее, когда я наложила этот вот узор рядом, то несостыковка пошла. Мне не понравилось, как смотрится одно с другим, поэтому я распорола все заново и сделала вот уже вот такую строчку. Ну, если честно, мне очень-очень нравится. Ну, вот такая получается работа. Работа очень сложная, как вы видите, долгая. Но, тем не менее, вот за один вечер я смогла простегать вот эти 3 блока. То есть, ну, смотрите по времени. Смотришь телевизор, смотришь какой-то фильм и занимаешься вот этим рукоделием. И вот я показываю, что у меня в результате получилось. Делала стежку на прямоугольниках и на всех до единого квадратиках. В итоге у меня 26 квадратиков вот таких. Все со стежкой, красиво получилось очень. Вот. И прямоугольники у меня в 2 вариантах. Вот есть со стежкой. И часть прямоугольников оставила простых, потому что здесь довольно-таки пестрый узор. И не будет видно эту стежку. Ну, буду чередовать. Теперь моя задача собрать вот этот вот ковер воедино, как бы разложить все цвета и подобрать, чтобы было красиво. Ну и начинается самый интересный эпизод работы. Это составление вот этого пазла. То есть, согласно картинке, схемы, я буду сейчас выкладывать вот эти вот детали на последующее соединение. Будет у меня потайной стежкой, вернее, потайными швами все это соединяться. И сейчас, как получится, покажу вам результат. И такой маленький совет, чтобы потом все это не скалывать и не держать на иголках, просто сфотографирую, как вот полотно все ляжет. И потом по фотографии буду просто все эти детальки собирать. Очень такой простой и удобный способ, как мне кажется. Ну вот у меня как-то так получилось. Хотя тут, конечно, вариантов огромное множество. А вот еще один вариант компоновки. Я здесь скомпоновала красные блоки в один угол, а все светлые и зеленые в другой. И мне вот такой вариант почему-то нравится больше. Ну, в принципе, если бы не было красных, было бы интереснее. Ну, как вот на мой взгляд. Но что делать, такие есть. Я буду собирать теперь по вот этой самой схеме. Я ее сфотографировала для удобства дальнейшей работы. И теперь буду сшивать блоки в стык. То есть потайным стежком, потайным швом. Я уже прошила несколько блоков, сшила между собой потайным швом. И сейчас кратенько просто покажу, как он делается. Соединяю 2 детали, складываю их вот так вот. И вставляя иголку вот между вот этими вот 2 тканьками, желательно прихватывать именно сами ниточки, которые прострочены. Если не получается, то я прихватываю ткань вот именно. Очень удобно. Просто смотрите, блоки сами шить легко. Они у вас по одному все, они всей массой вы манипулируете. И потом соединение совершенно незаметно, совершенно все красиво, аккуратно получается. И вот так соединяется все одеяло. Шьется не быстро, сразу скажу. Вот вчера за вечер я вот этот вот блок соединила. Вот такая у меня получилась уже масса. Это вот за вечер, буквально за 3-4 часа примерно.
И вот такое чудесное одеялко у меня получилось. Работа заняла целый месяц. Работа непростая. Вечерами в основном шила под какой-нибудь сериал. Но, тем не менее, мне очень понравилось, что вышло. Здесь использованы старые рубашки, которые все плотные, хорошие, но просто уже не носятся. Так что прежде чем что-то выбрасывать, подумайте. Возможно, какие-то у вас тоже идеи появятся, вот типа моей. Шьется, честно говоря, очень даже приятно. То есть без напряга, без какого-либо. Совершенно спокойно, нормально. Вот эти вот блоки шьются довольно-таки быстро. Это так кажется, что долго, а на самом деле недолго. Так что вот такая получилась замечательная, нужная вещь из того, что я хотела выбросить. Если вы также, как я, любите шить какие-то вот такие вещи домашние, интересные, то рекомендую вам посмотреть на моем канале цикл про вязаные коврики. Коврики вязаны крючком из вот подобных тканей, то есть из ХБ тканей, причем бэушных, в основном из простыней и обрезков ткани. У меня есть там серия передач, точнее видео, можете посмотреть тоже, очень интересные. Все, спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мои каналы. До новых встреч. Всем пока-пока.